Всех категорически приветствую. И сегодня я опять не с пустыми руками. Сегодня у нас очень интересный экземпляр. А именно вот такая вот чудесная штучка. Nintendo Game & Watch. Сегодня мы поговорим о вот этой чудесной прелести. Восхитительная штука. Увидев ее, я сразу влюбился. Но любовь была недолгой. Все дело в том, что стоит она дороговато. И так может показаться многим. Но на самом деле, учитывая качество этой вещи, не все так плохо. В идеале очень не хватает, чтобы вот тут была возможность играть не только в Зельду. Самая первая система Game & Watch была выпущена в Японии в 1980 году и стала первой портативной игровой консолью Nintendo. Теперь вы можете лично прикоснуться к частичке истории благодаря новой золотой системе Game & Watch, которая включает знаменитую игру Super Mario Bros. Помимо стандартного Super Mario Bros. Также содержит вторую часть, продолжение The Lost Levels с более сложными уровнями и немного дорисованной графикой, естественные часы и самую первую игру серии Game & Watch. Корпус полностью копирует модель 1981 года, за исключением крестовины. Все-таки приставка современная, и от крестовины не стоит отказываться. Очень удобная вещь. Первая игра серии Game & Watch называлась Ball и была сделана в Японии в 1980 году. Задача игрока – просто подбрасывать и ловить мячи. 3 ошибки и все сначала. Игра окончена. 2 режима сложности – А и Б с 2 и 3 мячами. Успех и большие продажи серии тогда спасли Nintendo от банкротства. Первые модели устройств из этой серии были проданы количеством более 600 тысяч экземпляров. Следом, после такого ошеломительного успеха, были созданы другие подобные игры, разлетевшиеся по всему миру в количестве более 40 миллионов штук. Было несколько серий с одним экраном, с 2, с крестовиной. Да-да, именно Nintendo были теми, кто дал всему миру этот элемент управления. С проводными геймпадами и даже с прозрачным экраном. Серию Game & Watch без преувеличения можно назвать для Nintendo спасительной. Именно эта серия спасла Nintendo от банкротства и позволила рассчитаться с крупными долгами. Такой успех, естественно, привел к появлению клонов. Очень активно они выпускались на территории СССР, всяческими заводами электроника. И назывались эти клоны «Игра на экране» или просто ИМ – игра микропроцессорная. На смену Микки Маусу появился Волк и другие. Кстати, для тех, кто не в курсе, небольшая историческая справка. В 80-х годах добавить часы в игру был очень хитрый ход. Дело в том, что в 80-е годы в Японии электронные часы стоили очень дорого, так как облагались дополнительным налогом. Сотрудники Nintendo смогли убедить налоговиков Японии, что часы не являются основной функцией, а являются лишь дополнительным бонусом. А основной функционал устройства – это игра. Конечно, и это все в том числе повлияло на продажи. Очень хитрый ход. В 2020 году пришла радость. Компания Nintendo решила в честь своего 35-летия выпустить золотую серию Super Mario Bros. А в следующем году и продолжение этой серии The Legend of Zelda с качественным цветным дисплеем, емким аккумулятором и современным интерфейсом подключения зарядки USB Type-C.
В этот раз она дополнена хоть и картонной, но стильной подставкой, а также светящимся логотипом на тыльной стороне. С точки зрения железа, эти консоли в принципе никак не отличаются, за исключением цвета корпуса пластика и модуля памяти. В The Legend of Zelda он больше, чем у Mario, и составляет 4 мегабайта вместо 1. А чтобы погрузиться по полной, нам нужно закачать сюда игры. Я всерьез задался этим вопросом, и кажется, я нашел решение. Что нужно для того, чтобы записать свои игры? Человек, который более-менее знаком с Linux и программатором, а также база игр и желание их хорошо кастомизировать. Наша страна не лишена таких специалистов, и в интернете то и дело появляются предложения с новыми улучшенными консолями. Ах ты. Эта консоль сконцентрировала детские эмоции. Sega, Dendy, воспоминания «Ну погоди». Game & Watch. Есть повар, электроника, да, и осьминог. Тайный океан они назывались еще. Класс, короче, ребята. Кто хотел такое, вот не раздумывайте. Ну а кто хотел бы сразу с пополненным списком, добро пожаловать в ВК. Есть стандартный набор от Retro Games, а есть возможность обсудить. Так что, если что, пишите в ВК. Почтой России отправить в тот же день не обещаю. Но за 2-3 дня управлюсь, протестирую и надежно упакую. И отправлю первым классом. Также первым 5 участникам данной акции добавлю в посылку специальный прикольный подарочек. Какой? Не скажу. Кто получит, можете потом поделиться в комментариях к этому ролику или в группе ВК. Отличное устройство, чтобы скоротать минутку-другую или в случае необходимости срочно приступить к своим делам. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте ему лайк. Жмите колокольчик, приходите к нам еще.